Всем доброе утро. Сегодня у меня суббота, 9:33 уже утра. Вообще я намного раньше проснулась, но пока я подготовилась, то сё, туды-сюды, и да, уже 9:33. Да, сегодня я пойду к своей подруге, а еще буду сегодня забирать свой новый телефон. Да, вы уже по названию видео поняли, что это 13-й iPhone. Да, буквально вот, я не знаю уже там сколько, 11 или 12 месяцев назад я снимала обзор на Pixel 6, но вот спустя год я его меняю на iPhone. И вкратце расскажу почему. Я не хочу снимать отдельное видео по iPhone, да. Дело в том, что мне, в принципе, все нравится в Pixel 6, но он перестал у меня нормально работать. У меня какие-то, не знаю, как это назвать, системные сбои, не знаю. Короче, у меня некорректно работает Bluetooth, передача данных и Wi-Fi. Ну, то есть такие вещи, которые на самом деле очень важны, особенно для меня, потому что у меня есть планшет, я очень часто учусь вне дома, и мне надо передавать интернет на планшет. А у меня передача данных, ну, можно сказать, практически вообще не работает, у меня ее практически нет. Почему, я не знаю. Я его и перезагружала, и вообще полный сброс сделала, ничего не работает. Wi-Fi? Wi-Fi, ну, он у меня не высвечивается, то есть я как бы нажимаю на значок «включить», он типа включен, но у меня не высвечиваются абсолютно сети, либо же я нажму «включить», выйду, опять туда же зайду, но все будет выглядеть так, как будто я его даже не включала. Bluetooth может работать нормально, но потом в какой-то момент он начнет каждую минуту отключаться и включаться сам по себе. И для меня это тоже проблема, потому что я очень часто слушаю музыку. Да. Изначально я хотела покупать вообще Pixel 8 Pro. У меня даже, чтобы вы понимали, у меня есть купленные уже к нему и стекла, и чехлы. Но я вот буквально вчера или позавчера такая подумала, что мне еще целую кучу надо денег дособирать до него, а мне уже неудобно, мне вот уже сейчас надо, чтобы эти все функции у меня были. И я думала, кстати, еще насчет iPhone 14, но я потом узнала, что, оказывается, iPhone 13 и iPhone 14, они визуально почти не отличаются. Понятное дело, там в 14, возможно, камера получше, там еще что-то. Но, как я поняла, сильно больших различий нету. Поэтому я посмотрела, сколько стоит 13-й iPhone, и я поняла, что я его уже сейчас могу купить. То есть мне еще родители немножечко добавили, и все. То есть сегодня я его пойду забирать. Вчера я его заказала. Поэтому я буду свои чехлы от Pixel 8 Pro продавать на Vinted. Да, ну, к счастью, это все недорого стоило, всего лишь 40 злотых. Я это с Шейна заказывала. И по этой же цене, возможно, продам. Я черный iPhone взяла, потому что на 70 злотых дешевле. Но я все равно заднюю крышку закрою чехлом. Сегодня тоже схожу, куплю чехол Sensei. Там они продаются по 10 злотых, и защитное стекло тоже 10 злотых. То есть вообще недорого. Вспомнила, что хотела сказать. Одну интересную деталь, которую я заметила. Pixel 6 вышел 3 года назад, сейчас уже есть Pixel 9. И знаете что? В Media Expert, это магазин с электроникой, типа 5-го элемента в Беларуси, уже он не продается, его нету в продаже, но при этом есть даже iPhone 11 в продаже. Я не знаю, когда SE вышел, но он тоже есть. Насчет 10-го, кстати, я не смотрела, но 11-й iPhone до сих пор есть в продаже, то есть это значит, что эти телефоны еще обновляются, на них есть спрос, и, все окей. Поэтому это тоже была еще одна причина, почему я решила, что возьму iPhone, а не Pixel. И, конечно же, тоже еще из-за того, что мне просто хотелось попробовать. Да, у меня и планшет Android, поэтому у меня, в принципе, никаких ограничений не будет. Пыталась сделать интересную куртку, но мне почему-то не выходит, я вообще не понимаю, почему.
это, если что, я сейчас выбрала витамин С. Дело в том, что я принимаю железо, где железо очень хорошо усваивается с витамином С. И они кисленькие. Прикольно. Я сейчас решила пойти полем. И вот из-за того, что лежит снег, но большая часть его растаяла. Холодно, но греет солнце. Есть такие немножечко вайбы весны. Люблю такую погоду. Там все люди с собаками гуляют. Я пойду туда. Ну все, мои денежки уплыли с банковского счета. Тут получается зарядка. Оригинальная, Apple обычная, белая, и сам телефон черненький. Вот, мы просто зашли в Сенсей, висят чехлы на разные айфоны. Вот, на мой 13, 14, такой вот серенький. Есть еще из таких вот неярких, розовенький. Я взяла вот этот вот. Все, мне осталось найти только защитное стекло, но его почему-то здесь нету. Это что такое? В принципе, без него перетерпеть можно. Я не нашла нигде. А что вот это? А это типа крепить телефон. Есть такие специальные чехлы, на которые можно крепить телефон, но почему-то здесь таких не вижу. И стекло я тоже, кстати, мы не не вижу. мажоры. Телефон крепить еще. И не вижу чехол, ой, не чехол, а этот, защитное стекло. А вот, смотри, прям там, вот. Нашли, вот, и вот там вот еще. Все, вот нашли на 13-й защитное стекло, один в пачке, и вот все имеется у нас. Всякие штучки тоже прикольные. Это что? Это что? Это... чтобы держать кабели, да. Типа, чтобы не путались. Еще разные эти наушники есть. Вот так лучше сделаю. Вот. СМР не будет. Слушай, как блестит. Ну, как блестит. Я свое отражение вижу. Мне кажется, это больше, знаешь, не черный, а больше темно-темно-синий. Прям очень напоминает темно-темно-синий. Давай, может, сразу чехол надену. Потому что я... Это развязать. Вот есть ножницы? Нет. Блин. Я носила раньше. Ладно, будет, значит, из этого. Давай. Как его включать? Настя, помоги. Держи тогда камеру, Николай. Давай, ты его запусти. Вот, тебя видно. О. Все, на этом можно заканчивать, потому что там дальше нужно будет... А не будет hello? Hello не будет? Будет hello. А 6, пусть покажет. Нет, тут 6. Не, будет. Оно на всех языках. Не хао. 6 будет где-то на 7 месте. А, не, на 6 этом. уже, наверное, потому что польский. Да, наверное. Нихао. Да. А. Ой. Это традиционно китайский. Да? Да. Тайваньский. Это... Будем тайванским его называть. Я забыла, как на японском. Оно выключилось, кажется. А, он не хочет фокусироваться. 6. А, окей. Здесь мы выбираем Русский. язык. Русский.
Польша. Спасибо вам большое. Какой интерфейс хочешь? Не, ну стандартный, наверное. Настройки без устройства, потому что у тебя нету своего. По сети. Wi-Fi вот это вот можно. О, супер. Я это сначала не заметила даже. Реклама. Там что-то в шистке. Ну, ой, замкни. Потом. Все, продолжить. Блин, я довольна. Конечно, это теперь не открыть, но ладно. Итак, все. Мы как-то его запустили, посидели. Я вот уже с киноэффектом снимаю, все настолько классно видно, и ну, разница при съемке видео просто... Она очень довольна. Она мне постоянно говорит, я такая радостная, мне так нравится, так прикольно, так круто. Ну, потому что вот даже на передней камере здесь я могу снимать на 4К 60 кадров в секунду. Такого я на пикселе делать не могла. Здесь видны все мои недочеты с тональником. Виден румянец, видна помада, потому что вот почему-то ни один Android почему-то не видел цвет губ. Они у меня всегда были бледные, даже если там намажу красную помаду яркую, все равно. А тут цветопередача, ну, шикарная. Еще этот киноэффект. Я довольна. Чтобы нам только мимо не пройти. Смотрите, какие пули-пули. Как будто рука накачанная здесь. Кстати, да, реально очень похоже. Ну, кстати, ее очень удобно держать. Смотри, только палец один нужен. Качать палец. Может, здесь я найду контейнер? Все, я уже вышла от Насти. Мы не поучились, потому что все это время я просто сидела, настраивала телефон, потому что ну, целая куча разных, как это сказать, функций настроек. И ну я не все еще знаю, не во всем разбираюсь, но Настя уже iPhone давно, и она мне просто помогала с этим быстро разобраться. У нас вот такая вот красота сейчас. Все, уже 11:06, я наконец-то закончила более-менее настраивать телефон. Устала ли я? Да, очень сильно устала. И да, я уже сбросила полностью свой старый телефон, отдала его папе. Ну и как бы все. Я уже буду полностью пользоваться айфоном, но, честно говоря, столько всяких проблем, непониманий, что мне делать. Я вот вроде бы перекинула еле как фотографии, но они не отображаются в галерее, они отображаются только в файлах, ну, на айфоне. И я не знаю, что с этим делать, поэтому буду жить как-то так. Что еще сказать, не знаю. Ну, в принципе, меня все устраивает, на самом деле. Я вот когда видео смотрела, вот много кто подмечал, что есть минус в айфонах. Нету быстрой зарядки. Я, знаете, вот сейчас такая сижу и думаю, люди меня буквально за
час, а может и меньше, телефон зарядился на 100%. У меня Android так не умеет. Он заряжался за 1,5, там, за 2 часа. Возможно, у этих людей просто включена адаптивная зарядка. И все, именно поэтому он медленно заряжается. Ну все, я компьютер закрываю и буду идти спать, потому что у меня глаза слипаются, линзы высохли. Да, единственное, о чем я думаю, это только о том, что я хочу спать. И уже не понимаю, на что я нажимаю, зачем я на это нажимаю и так далее. Точно, забыла сказать. У меня стекло, которое я покупала в Сенсее для айфона, защитное стекло, полетело в мусорку. Дело в том, что оно не подошло по размерам, и когда я надела чехол, который выглядит абсолютно точно так же, как у Насти, то есть вот мои подруги, с которыми мы ходили, гуляли, все это делали, чехол просто задевал стекло, из-за этого он отходил, и было, неудобно на самом деле. И когда я решила его переклеить, я не знаю, зачем я решила это сделать, он просто моментально нахватался пыли, не знаю как. И я просто решила, все, это просто дешманское стекло за 10 злотых, и я его выкинула в мусорку. И поэтому сейчас я хожу без стекла. Но вроде как Настя сказала, что не должно стекло побиться, поцарапаться тоже, и что ее мама уже давным-давно ходит без стекла, у нее все супер. Поэтому я тоже буду надеяться, что все будет супер. Потому что вот в Пикселе у меня, чтобы вы понимали, стекло телефона поцарапалось через защитное стекло. Как? Я не знаю. А еще в первый же день, или там в первые 2 дня, у меня сверху около, я не знаю, как это называется правильно, селфи-камеры появилась царапина. Когда я еще ходила без защитного стекла. Да. Это, в принципе, все, что я хотела сказать. Все. Спокойной ночи. Итак, всем привет! Я уже тут себе заварила чаечек, набрала печенюшек, взяла чипсы и буду учиться, потому что за вчера я абсолютно ничего не смогла делать, потому что вот, как вы видели, я допоздна сидела, настраивала телефон. Наконец-то настроила, наконец-то все, что мне надо, поняла. Да, поэтому вот сегодня мне просто вот за учебу надо будет взяться хорошенечко. Мне надо в обязательном режиме просто сделать математику, потому что у меня будет самостоятельная. Записать в Quizlet слова по-английскому и тоже их начать учить. А также просмотреть уроки по польскому языку. Как минимум по польскому языку. И еще что-нибудь поделать. Но вот эти вот уроки по польскому, это именно связано с экзаменом. Потому что вот я эти 2 недели просто ничего не делала. Я исключительно готовилась к самостоятельным, которые у нас были на прошлой неделе. И... еще сделать географию на завтра, потому что мне будет привести учительница. Если я забуду, это будет полный фейл. Мне этого не надо. Кстати, я не помню, говорила я или нет, но мне Настя вот подарила такую подвеску, потому что оказалось, что у меня на чехле есть специальные 2 дырочки, чтобы можно было эту подвеску продеть и ходить вместе с ней.
Я забыла, у меня еще в рюкзаке остались позавчера лежать все эти коробки. Боже, я вообще про них забыла, честно говоря. Но это вроде все. Да, там больше ничего такого не лежит. Вот. А телефон вот это вот. Типа пусть останется на всякий случай. Да, я такой человек, который хранит коробки. У меня коробки от всего хранятся, от моих наушников. Кстати, тут у меня не было наклейки. Ну ладно, я просто думаю ее брату отдать. Но если нет, то будет нет. Все. А сейчас я буду делать географию. Для меня это самое важное. Еще я вспомнила, что можно написать сочинение по-польскому и дать его учительнице. И у меня уже, грубо говоря, половина сочинения есть. Просто мне надо как-то будет за час это успеть придумать и переписать. Все, я уже вышла. За сегодня, честно говоря, не очень много успела сделать. Но сделала географию и начала писать сочинение по польскому языку. И, возможно, я его допишу в школе уже. Просто посмотрите, кто у нас появился зимой. Если вам хорошо видно, это лебедь. Их вроде бы летом и весной не было, но они появились на зимой. Еще вчера там два мужчины просто сидели, ловили рыбу на льду, и рядом с ними вот этот лебедь шастал. Все, у меня закончились уроки. Я буду идти сейчас домой и заодно вам покажу, что я сегодня купила в Росмане. Дело в том, что я выехала из дома пораньше, у меня еще было немножечко времени. И я зашла там кое-что перекупила. Сейчас вот здесь поставлю. Здесь сейчас вот люди ходить не будут, потому что я стесняюсь на людях. Так, это вот такой вот крем с витамином С. Дело в том, что у меня сыворотка закончилась, и я хотела купить сыворотку, но там не было такой, какую я люблю, которая мне нравится, поэтому я такая подумала. А возьму-ка я крем, это даже лучше будет, тем более я его обычно днем не ношу. И перед макияжем будет самое то. Конечно, верхняя крышечка, ну, дешевенькая. Оп, так легко открывается. Вам видно сейчас? Там какие-то штучки есть внутри. Такой нежный. Очень нежный крем. Просто нежнящий. Я не знаю, как это еще описать. Короче, оставлю с этой штучкой. Пусть будет. Не будет заодно пачкаться. И покупала себе еще попить. Потому что, ну, как я уже давно говорила, у нас все супер дорого. У нас кофе стоит 5 злотых. Раньше стоило 3. И оно такое, знаете, водянистое, вкусное. Поэтому я уже тут даже ничего не беру. Только в крайних ситуациях. И то даже если беру, то покупаю такую водичку с витаминами. Потому что ее платить выгоднее. Там я получаю 555 миллилитров.
вместо 300. Ну, 300 мл это кофе. Да. Вот. Не знаю, видно вам? Eveline Cosmetics. Все. Короче, я одеваюсь и быренько домой, потому что еще есть целая куча вещей, которые мне надо сделать. Сейчас у нас 9 часов вечера, я прямо сейчас иду спать. Обычно я ложусь спать в 10, 11, иногда бывает даже в 11:30, но мне завтра вставать в 5 утра. И сейчас я вот максимально сонная, да. Я, конечно, все слова до конца не доучила, потому что я сначала подумала, редактирую я там одно видео. Но оно мне не очень сильно понравилось. Я его в итоге нарезала 1,5 часа где-то. И оказалось, что у меня подписка Pro на CapCut закончилась. Да. А я полностью вот так вот видео нарезала, редактировала, как будто вот, ну, как будто я под Pro. Да, знаете, очень много Pro-функций, короче, использовала. И я такая просто, он мне не нравится. А еще целую кучу всего переделать придется. Короче, я его легче удалю, и все, я не буду тратить много времени. К тому же он такой не очень насыщенный вышел. Ну, то есть это реалии блогеров, на самом деле. Реалии блогеров. Да. Но я на такой же нотке буду заканчивать данное видео. Оно такое, знаете, вышло 2 в 1. И влог, и покупка айфона, и тестирование камеры, настраивание его. Как-то вот так вот. Поэтому всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца, кто не досмотрел до конца, тоже спасибо большое. И встретимся в следующих видео.